Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня с вами приготовим вот такой необычный, восхитительный торт без выпечки. Я думаю, что многие задаются вопросом, как же сформировать такой торт. Вот такой вот потрясающий, яркий, необычный, очень нежный и освежающий. Готовится из минимума простых и доступных ингредиентов, по вкусу просто великолепный. Это один из самых любимых моих тортов для выпечки, так что с удовольствием делюсь с вами этим рецептом. Для приготовления в миску отправляем 400 мл сметаны. Сметану можно использовать любой жирности. У меня жирная магазинная сметана. Далее добавляю 400 граммов сгущенного молока. Торт получается умеренно сладкий, и при желании вы можете добавить также немного больше сахара при желании. Далее я добавляю 1 пакетик ванильного сахара, и теперь миксером все взбиваем до однородности. Взбиваю на максимальной скорости миксера буквально несколько минут. Этого будет достаточно. Получается вот такая вот пышная и однородная масса. И пока отставляем в сторону. Сразу подготовим форму, в которой будем формировать торт, потому что желатиновую массу нужно будет очень быстро вливать в форму, и у нас не будет времени для ее подготовки. Силиконовую форму я смазала небольшим количеством растительного масла. Далее в сотейник я вливаю 300 мл молока и добавляю 2 пакетика агар-агара. У меня это 16 граммов. Все хорошенько перемешиваю и отправляю на небольшой огонь нагреваться. Нагреваю на небольшом огне, обязательно постоянно помешивая, потому что агар-агар может схватиться комочками и подгореть. Поэтому не отходите ни на секунду. И довожу до кипения. После того, как масса закипит, я провариваю ее 3 минуты на минимальном огне, также постоянно помешиваем. Также хочу обратить ваше внимание, что вместо агар-агара можно использовать и желатин. Использовать желатин намного проще, чем агар-агар, поэтому если вы новичок, то лучше используйте обычный желатин. Для этого используйте его по инструкции, его кипятить ни в коем случае нельзя, потому что он потеряет свои желирующие свойства. И далее я расскажу, как использовать желатин в данном рецепте вместо агар-агара. Далее к горячему агар-агару я добавляю примерно 4 столовые ложки сметанного крема для того, чтобы немного выровнять температуру двух масс. И затем быстро добавляю массу агар-агара к сметанной смеси и очень-очень быстро на максимальной скорости миксера все хорошенько взбиваю. На данном этапе работаем очень быстро, потому что при охлаждении агар-агар начинает очень быстро застывать, и нам нужно, чтобы он успел соединиться с сметанной массой. И после этого вливаем сметанную массу в форму, поэтому мы ее подготовили заранее. Как видите, масса начинает очень быстро густеть, и сметанная масса очень-очень быстро застынет. И теперь разравниваем и отправляем в холодильник или морозилку для ускорения процесса до полного застывания. И после того, как масса застыла, я приготовлю желе. Для этого я вливаю в миску 400 мл горячей, но не кипящей воды, температурой примерно 90 градусов. И постепенно всыпаю 2 пакета желе. У меня готовое вишневое желе из магазина. Все хорошенько перемешиваем до однородности, чтобы желе хорошо растворилось. И затем я оставляю для того, чтобы желе полностью остыло до комнатной температуры, и периодически перемешиваю, для того, чтобы оно хорошо растворилось. Тем временем сметанная масса у меня уже застыла. Вот таким вот образом я отодвигаю бока силиконовой формы для того, чтобы сметанная масса отстала от краев. Тем временем желе у меня уже полностью остыло до комнатной температуры, и я сверху вливаю. Желе должно полностью остыть для того, чтобы сметанная масса не нагревалась и не таяла. И теперь я также отодвигаю края силиконовой формы для того, чтобы желе просочилось вниз. И после того, как мы перевернем застывший десерт, чтобы сверху образовался вот такой вот желейный красный слой.
Можно немножко помочь лопаткой. Как видите, сметанная застывшая масса, она как бы плавает в желе. Так и должно быть. И отправляем теперь в холодильник до полного застывания или в морозилку для ускорения процесса. Итак, масса у меня уже полностью застыла. Желе хорошо схватилось и прекрасно держит свою форму. Далее необходимо пройтись ножом и отодвинуть края силиконовой формы. Действуем очень аккуратно, для того, чтобы изъять из формы торт без повреждений, потому что форма у меня достаточно сложная. И нужно сделать все очень и очень осторожно. И далее я накрываю сверху тарелкой и переворачиваю на блюдо. Делаю это все очень осторожно. Показываю все подробно для того, чтобы у вас не было проблем, когда вы будете вынимать торт из формы. Итак, накрываю, переворачиваю. И теперь вот на ускоренной съемке я даже специально подробно показываю, как снять силиконовую форму. Я ее как бы выворачиваю наружу. Делайте очень медленно, аккуратно. Сейчас вы видите ускоренную съемку для того, чтобы сократить ваше время. И, как видите, тортик замечательно вышел из формы. Если у вас будет проблема с тем, чтобы изъять торт из формы, вы можете опустить его дно буквально на пару секунд в горячую воду. Желе немного подтает, переворачивайте на тарелку, и он легко выйдет из формы. Если желе немного потечет, подтает, просто почистите бока тарелки, и получится отлично. В результате вот такой красивый освежающий торт у нас получился. Выглядит очень необычно и просто потрясающе, согласитесь. Очень яркий и вот такой вот красивый. Давайте же разрежем и посмотрим, какой он получился в разрезе. Как видите, две массы желейные великолепно застыли. Торт великолепно держит свою форму. Вот так он выглядит необычно в разрезе. Очень красиво и аппетитно. Идеальное сочетание сметаны и сгущенки дает просто великолепный эффект. На сегодняшний день это один из самых моих любимых рецептов тортов без выпечки. И теперь я хочу вам рассказать, как пользоваться желатином вместо агар-агара в данном рецепте. Если вы новичок, то вам будет проще использовать именно желатин. Если вы используете обычный желатин, то замочите желатин в холодном молоке на 15-20 минут, а затем прогрейте на небольшом огне или в микроволновке до полного растворения комочков желатина. Но не кипятите ни в коем случае, иначе желатин потеряет свои желирующие свойства. И затем в горячем виде можно добавлять к сметанной массе, постоянно перемешивая миксером. И если же вы используете быстро растворимый желатин, то работать с ним еще проще. Просто всыпьте быстро растворимый желатин в 300 мл горячего молока и хорошенько перемешайте до полного растворения. При необходимости вы можете прогреть, если все комочки не разошлись. Но, как правило, быстро растворимый желатин хорошо растворяется. И он очень удобен в работе тем, что не нужно его предварительно замачивать в холодной воде. Так что вот такой способ можно также использовать в приготовлении данного десерта. Вот такой красивый необычный рецепт сегодня получился. Ставьте лайки, чтобы не потерять рецепт. Приятного аппетита!